Родился в Деме, жил в Деме, ходил, играл в футбол, дрался на урок, после уроков. Все, вот так и жили. Дема – это отдельный район города Уфы. 50% железнодорожников, 50% просто алкоголики. И 90% из этих всех алкоголиков и железнодорожников все бывалые, сидевшие люди. Что тут скажешь? Дыра. Уфа потихонечку превращается, конечно, во всю вот это, понимаешь, что быстрее город становится. Такой же, как Москва, поглощает тебя во всей этой движухе. Поел быстро на работу. А так, в принципе, хороший, размеренный город, в котором, в принципе, все есть для комфортной жизни. Чурок мало. Че еще желать? Здесь пока решает русский народ. Надеюсь, Мияги не посмотрят этот видос. Я люблю их, но просто не очень. Россия – это печаль. Печаль в душе просто. Говорят, русское дерево – это береза, да? На мой взгляд, всегда русское дерево – ива. Поникшая и всегда плачет. Это русская мать просто. Вот русская женщина – это женщина, которая вытерпит все. Но если что-то она уже не терпит, это просто край. То есть дальше уже некуда. Хочется просто купить путевку, принести, отдать, сказать: мам, езжай, отдыхай. Просто чтобы она съездила, маленько отдохнула от всего этого. Что мы уже отучились, все, мы уже сами самостоятельные люди, можем уже тебе помочь немножко. Потому что она еще в том возрасте, когда еще можно посмотреть мир. Вот это хочется. Вот немножко хотя бы ей жизнь облегчить. Просто сейчас, чтобы она пожила для себя. Потому что она всю жизнь жила для меня, потом жила для братишки, а параллельно всю эту жизнь жила, чтобы тянуть отца. Что он бухал, вот даже по сей день просто. Отношения с семьей всегда были хорошие, всегда складывались хорошо. Что бы ни было плохое, хорошее, как у всех в России, да, и особенно. Учитывая все наши проблемы, там, доходило до того, что реально хавали суп из крапивы. Вот крапивный суп, потому что просто не было финансов, да, и не было возможности. Я первый раз поел суп из крапивы, думаю, рот обожгет, говорю: мам, не хавай, нормально все будет. Вот жили так, выживали. Сейчас поэтому ценишь то, что есть. После того, что было, что можешь пойти купить себе колбаски хорошие, там, ребят, друзей угостить. Говорить о государстве, о том, что оно относится к нам по-скотски, это уже как бы всем приелось, это всем понятно. Хотя бы взять то, что мы, сами граждане нашей страны, относимся друг к другу отвратительно. Мы сами себе создаем проблемы. Не стараемся облегчить жизнь друг другу, а просто стараемся только усложнить. Поэтому я считаю, что самая главная, основная проблема России – это озлобленность людей друг на друга. Надо быть добрее, и тогда действительно станет жить проще. Тут режут, там стреляют из-за того, что там плечом задел, или не так посмотрел. Даже по отношению к граффити. Ты стоишь, рисуешь что-то, красивое, преподносишь на какой-нибудь там сером заборе, который вообще никому не нужен, он стоит заброшен. И найдутся какие-то правые ребята, которые посчитают, что этого не должно быть здесь. Сделай замечание, уйди и все. Зачем тебе стоять там, что-то мне доказывать, пытаться оспорить, доказать мне, что это неправильно. Но я же не говорю, что для тебя неправильно. Не пей там или не кури, это вредно там, да. Я же тебе не доказываю это. Зачем ты мне доказываешь, что рисовать это неправильно? Надо начинать с себя. Если ты хочешь сделать страну лучше, город свой, даже хотя бы брать, в пределах своего района. Надо просто хотя бы, не стоять на остановке, не смолить сигу, отойди спокойненько где-нибудь тихонько покури, не кидать бычок где попало, не кидать бутылку где попало. Вот. И будет порядок. И тот же графитчик, возможно, пойдет и не захочет тегнуться, а когда он просто поворачивается, ты видишь, что везде срач. Как в теории разбитых окон просто. Но если ты видишь везде срач, ты подойдешь и тоже насрешь, потому что подумаешь, что это поменяет? Да ничего. Я насру, еще кто-то насрет. И все, и вот так и получается. Сами себя тут просто перевариваем и все. Мысли бросить граффити у меня не было никогда. Я никогда не думал об этом, хотя у меня были перерывы в граффити, но они были связаны только с загруженностью какой-то, в работе или еще в чем-то, но мысли бросить граффити никогда не было. Некоторые люди загоняются, начинают делать количество, а не качество. В какой-то момент действительно надо тормознуть и сказать себе: подожди, я что-то не то, по-моему, делаю. По-моему, у меня 100 кусков одинаковых с разным контуром. Надо что-то переосмыслить.
Одной активности, я считаю, мало. Стояло 5 человек. Заступился за девушку, друга. И вот, получил 8 огнестрельных ранений. Как 50 Cent, считай, почти что. Короче, пацаны, никогда не заступайтесь за девушек. Тем более не за своих, потому что потом вы от нее услышите, какой ты дурак. И еще и от этой девушки послушать, что можно было и не заступаться. Я так-то реально хотела съездить. Как таковой смерти вообще я не боюсь. Боюсь, короче, за родных и близких. Даже с теми людьми, которые со мной, там, постреляли, да, у нас произошел конфликт. Предположим, я пошел мстить, да, сейчас. Предположим, я его там, нанес ему какие-то телесные повреждения, которые были несовместимы с жизнью, да. Я отстоял свою честь, да, среди пацанов, да, как бы, там, я заехал, все, да, он там, здравый пацан, за меня сказали, все. Что я сделал? Я просто испортил жизни, порядка, наверное, 20-30 людям точно из его близкого окружения. Также и в моей жизни, если я уйду из нее сейчас или там завтра, и в любой другой день, да, там, не дай бог. То есть я боюсь только за то, что будет с моей семьей. Кто их защитит, потому что я считаю себя тем, кто, должен постоять за них трудную минуту. То есть тот, кто поможет им. А кто встанет на мое место, кто все это сделает и как они все это переживут, что тут будет просто. Это меня страшит. Ничего, наверное, хуже в жизни нету, чем вот так вот хоронить своих детей. Не страшно за себя, страшно просто за родных. Не хочу, чтобы они плакали. Куда бы я ни попадал, в какую бы ситуацию, пусть я там на сутках, на 15 сутках, там, меня стреляли. Я просто пропадал и все. Я говорил, мам, все нормально, я там-то, там-то. Я не хотел их беспокоить. Они меня увидели, когда вот все эти шрамы, они увидели только шрамы уже. Я говорю, да все нормально, упал. Поэтому я бы не хотел их расстраивать. И точно бы не хотел расстраивать своей смертью. Хочется поменять свою жизнь. Каждый день стараешься, ходишь, работаешь, ебошишь, вообще как проклят. Стараешься совмещать это все с граффити, со спортом, чтобы совсем не стать этим человеком, который взял ипотеку и Kia Rio в кредит на 6 лет. Не хочется становиться стандартным россиянином. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, возраст подошел. Но хочется детей. То есть уже кошки маловато, собаки маловато. Все, что по жизни сейчас делаешь, реально стараешься, вроде думаешь уже о них, хотя их еще нету. Хочешь, чтобы они не жили, как я живу, и как я жил, и там, где я живу. Хотя, в принципе, я бы не хотел их баловать. Я бы хотел, чтобы они выросли с характером, таким же, как и мы все, простыми людьми, но просто, чтобы у них были возможности заниматься тем, чем им хочется.